Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и я подготовил очередной интересный ролик по смартфонам Xiaomi Redmi и Poco. Недавно я задался вопросом, как в темах Xiaomi на экране блокировки подменять любые фотографии и картинки на те, которые вы хотите. И мне удалось это сделать. Я поставил вот такую картинку на данную тему. Как видите, все эффекты экрана блокировки сохраняются. При этом на задний план вы можете поставить любую картинку, либо вообще свою фотографию. Оригинальная картинка с этой темы выглядит так, но я подменил ее на свою, как я уже сказал, и сейчас я поделюсь этим с вами. Как это возможно сделать? Естественно, друзья, вы должны понимать, что если вы просто поставите какую-то картинку, либо фотографию на экран блокировки, то там не будет эффектов с примененной темы. А в данном ролике я покажу, как можно применить любую тему, которую вы только захотите, у которой есть различные эффекты на экране блокировки, и уже там на заднем плане поменять картинку, которую вы только пожелаете. Итак, друзья, я обратно восстановил родную картинку из этой темы, чтобы показать вам все наглядно, по шагам. Первое, что вам нужно сделать, это подобрать тему, которую вы хотите. В магазине тем заходим в компоненты. Стиль блокировки. Подберите себе здесь интересную тему с эффектом на экране блокировки. Кто-то опять же скажет, зачем мне это нужно, я просто поставлю любые обои на экран блокировки. Но, друзья, повторюсь, например, вот смотрите, я выбираю тему уникален, ставлю ее на экран блокировки. Теперь на моем экране блокировки появляется такой эффект, всплывающие цифры. И также здесь есть различные характеристики. И таких тем множество. С простым применением обоев на экран блокировки все это невозможно. Итак, я все-таки оставлю тему My Life V20 и буду подменять обои на ней. Также, друзья, отмечу, что многих из этих тем уже нет в магазине тем, их просто удаляют, потому что авторы могут нарушать правила. Но если вам сильно нужна именно вот эта тема, то я уже делал ролик, как ее установить, если даже ее нет в магазине тем. Ссылку на это видео оставлю внизу в описании под этим роликом. Итак, мы определились с темой, которую мы хотим видеть на своем экране блокировки. Примените ее. Далее в моем Telegram вы должны будете скачать вот такое приложение. Называется Files. Это приложение позволяет заходить в папки Android, туда, куда обычные проводники нас могут не пускать. Именно с помощью этого приложения мы сейчас доберемся до той темы, которую мы установили, в ее корневую папку, и просто загрузим туда свою фотографию. Вот и все. В этом способе абсолютно нет ничего сложного и ничего не слетает со временем. Все хорошо работает. Обязательно смотрите этот ролик до самого конца, чтобы у вас не возникало лишних вопросов. Итак, как я уже сказал, ссылку на это приложение я оставлю внизу под этим роликом. Скачать вы его сможете в моем Telegram. Также, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой Telegram. Так вы не пропустите интересные файлы и новые полезные ролики. К слову говоря, это приложение файлы также есть в Play Market, и возможно оно уже предустановлено на ваш смартфон, но все равно рекомендую скачать его у меня в Telegram, ведь именно с этой версией все работает. Также в свой Telegram я скину вот таких 4 обоины, именно их у себя я подменял. Итак, на данный момент мы применили тему, у которой мы хотим подменить фотографию. Также мы скачали приложение файлы и установили его. Далее зайдите в родной проводник Xiaomi, хранилище. Здесь для удобства нужно создать папку. У меня, допустим, есть папка APK, я сюда складываю все свои файлы для различных фишек. И здесь я создам еще одну папку. Назову ее для тем. Окей. Вы, конечно же, просто можете зайти в хранилище и прямо здесь создать папку для тем. У меня просто она будет лежать еще и в папке APK. Мне так удобнее. Итак, пустая папка для тем у нас создана. Чуть позже объясню, зачем она нужна. Далее нам нужно зайти в приложение файлы, которые вы скачивали у меня в Telegram. Здесь сверху нажимаем 3 точки, у вас должно быть написано «Не показывать скрытые файлы». Теперь нажимаем 3 полоски, выбираем наше устройство, вот оно, и попадаем в корневую папку, но возможно она у вас уже была выбрана. Теперь проверяем, показывает ли данное приложение все наши файлы. Нажимаем изображение, они должны появиться. Аудио, видео и документы. Видим, что приложение файла нам все исправно показывает. Снимаем эти галочки. Теперь идем чуть ниже. Находим папку Android. Дата. Здесь в папке Дата спускаемся немного ниже. Находим такую строку.
Com-Android Them Manager. Заходим сюда. Далее Files, MIUI, Them, Data, Content. В папке Content идем в самый низ и поднимаемся немного наверх. Находим Lock Screen. Заходим сюда. Здесь и лежат все наши картинки от всех наших экранов блокировки. То есть среди этих файлов лежит вот эта картинка, которая сейчас у меня на экране блокировки. И вот здесь возникает один маленький нюансик. Мы не можем прямо отсюда просмотреть, какая это картинка. К сожалению, данное приложение не позволяет нам напрямую этого сделать. А так бы мы просто нашли ту картинку и легко бы подменили ее. Но я нашел другой способ, как найти нам нужную картинку. Нажимаем 3 точки, выбрать все, еще раз 3 точки, копировать в, именно копировать. Далее нажимаем 3 полоски, выбираем наше устройство и попадаем в корневую папку. Помните, вначале мы создавали папку для тем. У меня она лежит в АПК, вот она пустая, для тем. Нажимаем сюда копировать. Теперь это приложение файлы сворачиваем, идем в родной проводник Xiaomi, хранилище, и заходим в ту папку для тем, которую мы создавали. Вот они все наши картинки в файлах с наших экранов блокировки. Смотрите, нажимаю на первый, изображение, выбираю, например, галерея. То же самое, нажимаю второй файл, изображение, галерея. Теперь, друзья, вот таким образом нам нужно найти картинку, которая у нас сейчас на экране блокировки, то есть вот эту. Я ее нашел, вот она. Запоминаем ее первые цифры 5303. Это нужно обязательно запомнить. Теперь возвращаемся в приложение «Файлы». У нас уже здесь открыты все эти картинки. И находим ту, которую мы только что определили. У меня она вот, 5303. У вас, естественно, это могут быть совсем другие цифры. Теперь внимание! Если вы бывалый пользователь, то вы знаете, что мы зашли в корневые папки системы Android. И далеко не все проводники позволяют совершать здесь какие-то действия, например, с копированием или перемещением. Особенно в последних версиях Android стоит защита. Если вы заходите в папку Android, то смартфон вам пишет, что нет доступа к этой папке. Так вот, смотрите, какое решение для этого я нашел. Нажимаем 3 точки, новое окно. Вот таким образом вызываем фоновое меню. У нас должно создаться 2 клона приложения «Файлы». Удерживаем на любом из них. Нажимаем разделение экрана. Теперь первое приложение «Файлы» у нас ушло наверх. Мы нажимаем на второе. На одном экране у нас открылось 2 приложения «Файлы». На верхнем у нас именно та папка, где мы будем подменять картинку. А на нижнем приложении «Файлы» мы нажимаем 3 полоски, наше устройство, попадаем в корневую папку, находим здесь ту картинку либо фотографию, которую вы хотите поставить себе на экран блокировки, то есть подменить. Удерживаем на ней, отпускаем ее и удерживаем еще раз. И теперь переносим ее наверх, вот сюда. Теперь нижнее приложение «Файлы» можно закрыть. Тянем вот за эту риску вниз. Остается только верхнее приложение «Файлы», куда мы уже положили нашу картинку. Смотрите, наша картинка должна оказаться где-то здесь. Не обращайте внимания на то, что ее здесь видно, а другие файлы как бы не видно. Они другого формата. Это нормально. Теперь здесь снова находим тот файл, который мы определили, который мы хотим подменить. Помните, у меня это было 5303. Удерживаем на нем. 3 точки. Переименовать. Теперь выделяем полностью всю эту строку. Обратите внимание, что должно быть выделено полностью с точкой и с буквами MRC. Все название файла полностью выделено. Нажимаем 3 точки. Копировать. Теперь ставим курсор до точки. Вот сюда. И здесь я подписываю 3 нуля. Нажимаем ОК. Спускаемся до нашей картинки, выделяем ее, 3 точки, переименовать, также полностью выделяем весь текст, 3 точки, вставить, ОК. Теперь все готово, идем на рабочий стол,
Заходим в темы, компоненты, стиль блокировки. Смотрите, пока что применена еще та тема родная. Я подменял файл у темы MyLife-V20. Еще раз ее выбираю. Применить. Иду на рабочий стол. Дожидаюсь полной прогрузки. Смотрим, что получилось. Вуаля! Все прекрасно работает. Друзья, таким образом вы можете подменить фотографию на любой теме на экране блокировки Xiaomi. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать другие интересные ролики. Задавайте свои вопросы в комментариях. Желаю вам только правильных настроек и качественных девайсов. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!